Здравствуйте, меня зовут Елизавета Фокина. Я генеральный директор музея-заповедника Царицына. И я рада предложить вам прогулку по нашему музею. В местности, которую мы знаем теперь как Царицыно, мирно сосуществуют следы эпох и политических воззрений, свидетельства романтических порывов и внезапной опалы, бурного расцвета и смиренного запустения. Вероятно, именно эту примиряющую особенность заметила Екатерина II, повелевшая выстроить здесь свою резиденцию, которая призвана была стать экспериментом по созданию модели идеального мироустройства, такого места, в котором отражено и выражено все. Самые известные, потому что самые заметные обитатели Царицына – это белки. Однако, кроме них, на территории парка живет около 30 видов млекопитающих, 11 из которых включены в Красную книгу Москвы. Среди пернатых хищников замечены ястреб-перепелятник и сокол-чеглок. В вечернее время они придают охотничью эстафету ушастой сове и неясыти. На птичьем дворе, располагавшемся до середины XIX века на левом берегу пруда, держали павлинов, журавлей, лебедей и до 80 пород гусей. Они мирно соседствовали с местными лесными и околоводными птицами. Музыка из модных спектаклей начала XIX века привлекала в Царицыно широкую публику. Жаждущие же спокойствия и уединения находили себе приют в Нерастанкино. Для отдохновения посетителей, так говорится в проекте этого павильона архитектора Ивана Еготова. Впоследствии павильон получил романтическое название Нерастанкино. Скромно оформленная галерея в стиле классицизма была рассчитана на несколько садовых кресел. Были там и столы, и очаг, а за вид, открывающийся на спокойный верхний пруд, посетители прозвали павильон храмом меланхолии. Меланхолическая жизнь несколько раз едва не заканчивалась. Строение ветшало, и его порой казалось проще снести. И лишь в 60-м году восстановили утраченные белокаменные детали, а в 2007-м при полной реставрации в нише вернулись и декоративные вазы. Усилиями ландшафтных, как бы теперь сказали дизайнеров, в Царицыно создавались не только искусственные острова, но и рукотворные пещеры. Следы грота в основании холма с павильоном Миловида был обнаружен археологами. Его своды украшали цветные ракушки и камушки, а почву у ног его обитателей, мраморных статуй, устилал мох. Поскольку открытый для публики парк был любим московским купечеством и мещанством, как место для прогулок с пикниками и чудачествами, от излишнего внимания посетителей статуи закрывали деревянными решетками. Подобных гротов в Царицыне было заложено несколько. Сейчас воссоздан только один из них – 1805 год. Романтическую атмосферу Царицына почти никак не нарушает война с Наполеоном. Пока трое императоров – австрийский, русский и французский – готовятся принести жертвы богу войны Марсу под Аустерлицем, в мирном Царицыне закладывают павильон во славу богини, урожая и плодородия. Легкое строение с куполом и круговой колоннадой – почти обязательный элемент крупных пейзажных парков того времени, получает имя «Храм Цереры». Затея под названием «Русалкины ворота» стоит обособленно. Под нее отведен небольшой искусственный остров Верхнего Царицынского пруда. Постройка была начата в 1804 году по проекту Ивана Еготова и представляла собой стилизованную под древность арку. На дубе черешчатом держится не только Царицынский парк, но и большой мост. Древесина дуба обладает уникальным свойством. В воде она не гниет. Самый старый, 250-летний дуб растет на склоне оврага напротив хлебного дома. В ландшафтных парках XVIII века стали популярны архитектурные и декоративные сооружения в виде пирамид и стилизованных руин. Как напоминание о неумолимом и быстром, мода на заново построенные древности пришла из английских парков в Царицыно в 1805 году в виде небольшого фрагмента крепостной стены с угловой башней, развернутой на глухой и большой проспекты. Грубая кладка из природного, как бы выщербленного временем камня, венчалась смотровой площадкой. Поручней на лестнице тогда не было, а восхождение по ней являлось чем-то вроде аттракциона для подвыпивших купцов, нещадно отгоняемых оттуда своими здравомыслящими женами.
Разумеется, задуманная как метафора течения времени, башня-руина не избежала его влияния и сама. Но в некотором смысле башня смогла повернуть время вспять для себя, частично вернув себе прежний облик. Строение было отреставрировано в 2007 году. То ли потому, что вид отсюда такой милый, то ли потому, что сама галерея получилась приятной глазу. Миловидова галерея, предположительно работа Ивана Иготова, с момента создания считалась лучшей из беседок Царицына. В самом начале XIX века здесь можно было перекусить и отдохнуть. В период Царицына-дачного павильон превратился в чайный домик. К концу XIX века он обветшал. Мраморные бюсты и скульптуры убрали. Ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, во время ночного авианалета на Москву, Миловиду накрывает взрывной волной фугасной бомбы. Разрушения не были фатальными. Осыпались карнизы и лепнина, но привести постройку в порядок удалось только в 1958-1961 годах. Гораздо серьезнее здание пострадало в мирное время. В 1992 году пожар практически уничтожил галерею. В сегодняшнем виде с богинями Авророй и Венерой на западном фронтоне Миловида была восстановлена в 2007 году. Фигурные ворота Василия Баженова – безусловно, шедевр русского зодчества. Сооружение основательное, но не кажущееся тяжелым. Это внушительная, хоть и небольшая триумфальная арка, память о победе над Османской империей. Виноградная гроздь, давшая второе название воротам, известный в христианстве символ спасительной жертвы. Из античной героики взяты барельефы с крылатыми славами над аркой, возвещающими о победе русского оружия. Оттуда же вазы и купидоны, некогда украшавшие выступы по сторонам башен. Оперный дом. Средний дворец, как он назывался на планах Баженова, наиболее сложно декорированная постройка, возведенная по проекту Василия Баженова в Царицыне и сохранившаяся до наших дней. Изначально сооружение предназначалось для придворных праздников и церемоний, о чем свидетельствуют геральдические фигуры двуглавых орлов на боковых фасадах. Помимо приемов, предполагались здесь занятия тихие и умеренные. Здесь можно было занять время беседами, чаепитием и игрой в карты. Оперным домом дворец стали называть в начале XIX века. Малый или полуциркульный дворец, почти на 20 метров возвышающийся над уровнем пруда, стоит на искусственном ступенчатом холме. Он действительно малый. Размерами постройка напоминает скорее парковый павильон, и лишь белокаменный вензель императрицы свидетельствует о его особом предназначении. Уютный, если не сказать интимный, дворец строился для развлечения Екатерины II в особо приближенном кругу и, вероятно, для особо конфиденциальных встреч. С 1996 года, после реставрации, здесь проводят музейные выставки, а вензель императрицы, украшающий Малый дворец, стал эмблемой музея-заповедника. Царицына – одна из самых удивительных и загадочных резиденций Москвы, а может быть и всей России. Удивительна она и историей своего создания, и тем, что здесь переплетаются и красота, романтика, неоготический стиль, история создания, любовь и отношения между императрицей и двумя архитекторами, которые строили Царицыно – Матвей Казаков и Василий Баженов. Большая интрига строительства дворца, и ведь ни один из архитекторов не увидел своего творения в том виде, в котором оно предстает перед нами сейчас. Екатерина Великая строила всю жизнь и сама признавала строительство страстью. Однако за 10 лет, в течение которых были выстроены два дворца-близнеца, средний и малый императорские дворцы, королевские корпуса и хлебный дом, интерес Екатерины к своей резиденции ослабел. К следующему приезду Екатерины в 1785 году дворец ожидал высочайшего решения о выборе интерьеров. На приезд царственной заказчицы Баженов возлагал огромные надежды. Тем неожиданнее и кошмарней был вердикт императрицы. Всю центральную часть дворцового ансамбля велено было снести. Однако от постройки резиденции Екатерина отказаться была не в силах. После отстранения Баженова работы были перепоручены Матвею Казакову. Матвей Казаков предложил совершенно иную концепцию. Все эти помещения соединялись в одном строении величественных размеров.
где главный дворец со строгой иерархией частей доминирует над всеми строениями ансамбля. Самое древнее из сооружений ансамбля Царицына – храм во имя иконы Божьей Матери, живоносный источник. Это же и единственная постройка, ведущая свою историю от сельца Черная Грязь. Церковь была построена по велению получивших эту вотчину во владение Голицыных. Отныне сельцо Черная Грязь во всех официальных бумагах именовалось селом Богородским. От первоначальной голицынской постройки не осталось ничего. Здание несколько раз перестраивали и совершенствовали. При Кантемирах уже в XVIII веке на месте деревянного храма была выстроена каменная церковь, являющая пример елизаветинского барокко. Царицыно как архитектурное явление начиналось с фигурного моста. Это первое капитальное сооружение, возведенное в 1776 году. Здесь использовано несколько типов кладки, кирпича, а также удивительное сочетание красного и белого кирпича формирует тот удивительный образ неоготического вкуса или стиля, который был так близок в свое время архитектору Василию Баженову. Для проходящего под аркой мост казался мощным крепостным укреплением под охраной боковых башен. А для пересекающего арку поверху, сквозь эти башни, строение представлялось не то чтобы декоративным, но куда менее грозным и внушительным. В силу некой исторической иронии, самая старшая из построек пострадала от времени меньше всех. Ее неоднократно ремонтировали, но работы носили в основном косметический характер. Сегодня с моста на все 4 стороны открывается та же обманчивая бесконечность царицынского пространства, которая очаровала в свое время Екатерину. Приблизительно в середине XVII века подмосковная речка Городенка окончательно прекратила свое свободное течение. Новый хозяин этих земель, Лукьян Стрешнев, распорядился перегородить ее, чтобы устроить на плотине мельницу. Впрочем, первые запруды появились здесь еще при Борисе Годунове, и даже 100 лет спустя ходили предания о выловленных щуках и осетрах с царскими золотыми и серебряными кольцами. Тем не менее, плотина между верхним и нижним Царицынским прудом, неоднократно размытая и восстановленная, разделяет их по сию пору. Царицынские пруды – одна из самых больших искусственных гладей прудов в Москве, создаваемая еще в XVII веке при Борисе Годунове. А одним из таких новых современных гидротехнических сооружений в Царицыне является светомузыкальный фонтан, который был построен к открытию музея-заповедника в 2007 году. Цветные брызги фонтана и музыка, под которую этот фонтан функционирует, привлекают в наш музей-заповедник всех посетителей.